Рада приветствовать вас на моем канале. В этом видео я хочу показать еще один способ набора эластичной цепочки. Если вы до сих пор начинаете вязать с обычной косички из воздушных петель, остановитесь. Сегодня я покажу вам прием, который изменит ваше представление о наборном крае. Для работы мне понадобится акриловая нить и крючок диаметром 3,5 мм. Можно использовать как тунисский крючок, так и обычный, классический. Набираем первую петлю. Можете делать, как я делаю на видео, или так, как вы уже умеете. Далее будем набирать цепочку из 2 воздушных петель. Итак, первая петля, вторая петля. Теперь смотрите внимательно. Продеваем крючок через первую петлю и поднимаем рабочую петлю на крючок. Далее провязываем 2 петли вместе. Сейчас мы провязали первый раппорт. Продеваем крючок в петлю предыдущего ряда и вытягиваем рабочую нить на лицо. Далее провязываем 2 петли вместе полустолбиком. Ничего в этом сложного нет. Далее попробуйте вязать самостоятельно. Если что-то непонятно, возвращайтесь, перематывайте видео, смотрите. Если этот способ набора базовой цепочки показался вам полезным, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий под видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые уроки. Этот способ набора петель одинаково безупречно подходит как для тунисского крючка, так и для классического крючка. С такой эластичной цепочкой все ваши изделия, пледы, одежда, шарфы сразу приобретут тот самый безупречный профессиональный вид, которого они заслуживают. Этот способ очень прост, но очень дает красивый эффект, поэтому подходит даже для начинающих. Посмотрите, какая эластичная и плотная цепочка получилась. Такое начало вязания избавит любое ваше изделие от стягивания. Эта цепочка эластичная, объемная и безупречно ровная. Забирайте этот лайфхак в свою копилку, он вам обязательно пригодится. А я желаю всем приятного вязания и хорошего настроения. До следующего видео.